Всем доброго дня. Эта сцена, друзья мои, вам напоминает о спокойной семейной жизни. Когда в семье мир, покой, любовь, удача. Но, к сожалению, не всегда бывает так. В нашем мире очень много злобных, очень много завистливых, очень много подлых людей, помимо хороших, которых тоже немало. И эти завистливые люди могут сплетнями, своими посылами, пожеланиями, сглазом, завистью, всей той чернотой, которую можно направить на семью, всем этим они могут очень здорово навредить и создать в семье нездоровую атмосферу. И уж тем более, если кто-то что-то начитывает, тем хуже для людей, которые живут под одной крышей. Если проблема серьезная, если это разрушение семьи, если это проклятие рода или что-то еще, то, естественно, этим заговором не обойтись. Это может всего лишь смягчить удар, всего лишь немного разрешить проблему или на время. Но если это просто с глаз, что тоже опасно, если оставить надолго и ничего с этим не сделать, это может обернуться гораздо более страшными трагедиями, чем вы можете себе предположить. Если это с глаз, если это зависть, если это злобные посылы, то, проведя несколько раз в месяц эту работу, а иногда хватает и одного раза, можно это все убрать из своей семьи и жить спокойной жизнью. Когда в семье все друг друга начинают ненавидеть, злиться, не хотят слышать друг друга, когда не достучаться до своих детей, нарушается мир и покой семьи, не хочется идти домой. Одним словом, такая нехорошая, злая атмосфера в семье. Попробуйте провести этот ритуал. Он несложный, но очень действенный. В полночь, 00 до 03 ночи, это вот время полночи. Не именно в 12 ночи, говоря на простом языке, а с 12 ночи до 3 ночи. Вот это время самое такое сильное для подобных ритуалов. Вообще старались все ритуалы снятия порчи, даже зазыв денежный, любовный, неважно, всегда делать в сумерки. В темное время суток, когда силы особенно активны. Зажигайте черную свечу восковую. Не обязательно большую, можно обычную восковую тонкую свечу, черную, черный цвет. Черный цвет обладает определенной силой. Она поглощает все то, что направляется на воск, и закрывает, запирает внутри себя. Она не отзеркаливает. Если с другими свечами, работая, можно отчасти убрать иногда порчу, потому что остальную часть она не может в себе поглотить и забрать. Но если там специально не нужна, например, белая свеча, предположим, если вот нет, обязательно не белая свеча необходима, тогда постарайтесь во многих ритуалах в основном использовать черные свечи, черный воск. Так вот, она закрывает и не отзеркаливает, не отпускает. То есть она полностью забирает вот эту всю информацию, которую вы отдаете воску. Именно черный цвет свечи. И, как я вам уже говорила, в природе нет черного цвета. Это соединение всех цветов.
Поэтому она обладает особой энергией. Итак, черная восковая свеча, чаша с водой. Нужно читать 6 раз и каждый раз солить эту воду. Рядом поставьте соль. Берете, солите воду, начитываете, солите воду, начитываете. После того, как вы начитали, нужно вынести и вылить эту воду за порог. Если частный дом, то за ворота. Если это квартира, то вам придется перелить в какую-нибудь банку, чтобы вам удобнее было вынести. И прополоскать эту чашу, опять перелить туда, чтобы полностью там следа не осталось. Вся эта вода, все, что там есть, все это содержимое должно из дома быть вынесено на улицу. И можете вынести, то есть спустить вниз, выйти с подъезда, вылить туда эту воду, банку там же кинуть в мусорный там контейнер или там в этот ящик мусорный, с собой не забирать, и подняться домой. В любом случае вы должны из дома это вынести. Соленая вода здесь символизирует ваши слезы, ваши переживания. И, кроме всего прочего, вы наверняка помните, что соль обладает возможностью забирать и поглощать всю отрицательную энергию. Не просто так, например, сыпят соль на подоконнике, а потом убирают. Соль в себя вбирает вот все это, все отрицательное. То же самый совет, если, например, нехорошо пахнет в холодильнике, нужно, значит, открыть там в открытом доступе, то есть открыто, или насыпать соль, или поставить там какую-нибудь емкость с солью. И она впитывает в себя все эти запахи. После нужно выкинуть эту соль и, естественно, менять периодически, потому что соль обладает этой возможностью в своих кристалликах прятать отрицательную энергию. Итак, значит, соль, вода, емкость с водой. Нужно солить воду, начитывать 6 раз, после чего вынести на улицу, вылить, сказать слова в конце, вылить надо на землю и вернуться, не оглядываясь. Поскольку у меня нет времени особо, поэтому я начитаю 1 раз. И я думаю, этого достаточно, чтобы вы провели, потому что я объяснила, как и что нужно будет делать. Откупаться нужно после того, как ваши ссоры завершились, закончились. Отнесите молоко. Можете в бутылке купить, чтобы не загрязнять природу. Открыть, вылить под дерево молоко. Сверху положите кусочек черного хлеба, 6 монет и говорите: «Откупаюсь», и уходите. Итак, заговор следующий. За Кудыкиной горой стоит конь вороной. На том коне сидит ругань-мать. Вражеская сила, что мою семью сгубила. Всех перессорила, всех на дыбы подняла. Да наш покой отняла. Эй ты, ругань-мать, собери свой приплод, да весь свой вражий род. Созови к себе все ссоры и раздоры, своих братьев да сестер, сыновей да дочек, внуков да правнучат, снох, зятьев, кумовьев да сватов. Разом соберитесь, на воду сойдите, в воде посидите, а потом разом с водою в землю уйдите. Идите прочь туда, где непроглядная ночь, где преисподня. Истинно так, заклято. Еще раз прочитаю. За Кудыкиной горой стоит конь вороной. На том коне сидит ругань-мать. Вражеская сила, что мою семью сгубила. Всех перессорила, всех на дыбы подняла. Да наш покой отняла. Эй, ты, ругань-мать, собери свой приплод, да весь свой род, да весь свой вражий род.
Все ссоры и раздоры созови к себе, своих братьев да сестер, сыновей да дочек, внуков да правнучат, снох, зятьев, кумовьев да сватов. Разом соберитесь, на воду сойдите, в воде посидите, а потом разом с водою в землю уйдите. Идите прочь, туда, где непроглядная ночь, где преисподня, истинно так, заклято. За Кудыкиной горой стоит конь вороной. На том коне сидит ругань мать, вражеская сила, что мою семью сгубила. Всех перессорила, всех на дыбы подняла, да наш покой отняла. Эй ты, ругань мать, собери свой приплод, да весь свой вражий род. Все ссоры и раздоры созови к себе, своих братьев да сестер, сыновей да дочек, внуков да правнучат, снох, зятьев, кумовьев да сватов. Разом соберитесь, на воду сойдите, в воде посидите, а потом разом с водою в землю уйдите. Идите прочь туда, где непроглядная ночь, где преисподня, истинно так, заклято. 6 раз солите и читайте. После этого выносите, выливайте на землю, не на асфальт, не на куда-то еще, выливайте на землю и говорите сверху. Вот вылили и говорите. Ссоры и раздоры, маята, суета, обида и беда. Пустые разговоры. В землю ушли, в землю ушли, сгинули, мою семью покинули, истинно. Еще раз. Ссоры и раздоры, маята, суета, обида и беда. Пустые разговоры, в землю ушли, сгинули, мою семью покинули, истинно. Развернитесь и уходите без оглядки домой. И в ту же ночь, уже утром у вас будет совершенно другое настроение, спокойствие. И вот эти внезапные ссоры, ненависть друг к другу, претензии, они все остановятся. И учтите, что те люди, которые вам завидовали, очень может быть, что в ближайшее время вы узнаете о том, что кто-то там заболел, у кого-то машина сломалась. Ну, так смертельно не пойдет на них, но теми неприятностями, которые они вам учинили, они вернутся. Итак, если помните, когда я вам объясняла составление заговоров, я говорила, что и беда, и радость, и удача, и грусть, и все эмоции, все аспекты человеческой жизни в магии персонализируются. То есть им придают человеческие черты. Так легче представить, так легче создать вот в этом параллельной реальности, создать их образ и изгнать. То есть вот так вот создать их сгусток энергетический, некую субстанцию создать, тогда легче их изгоняется. И именно вот в русской магии она более развита, чем в других сферах магии, других направлениях. Это горе назвать, там, горемыкой, да, значит, бедность назвать нищебродкой или, значит, скудницей и так далее. Так легче их изгнать, легче от них избавиться. Создается некий образ, а потом она выталкивается из этого энергетического поля человека. Всем удачи, всех благ и мира вашим семьям.